Всем привет! Сегодня 4 марта 2018 года. И мы идем копать. Сегодня мы будем продолжать копать. Очень замусоренное место. Очень замусоренное. Столько сигналов, что это очень быстро надоедает. Я уже давно копаю это место. Нашел много интересных сигналов. Даже серебро поднимал 2 раза. Так что эта мусорка не совсем мусорка. Сейчас мы уже подходим к ней. Я сейчас покажу, как она выглядит. Вот уже можно видеть. Небольшой участок я даже шурфил. Вот это вот все. Это то, что я прошел. Вот эту часть я не проходил. Но у меня еще будет время. Сейчас я копаю вот здесь. В принципе, ничего интересного. В основном поздние советы. Иногда попадается дореформа. Но здесь я поднял серебряное кольцо. Это не так уж и плохо. Сегодня отличная погода. Копу ничего не помешает. Сейчас я соберу прибор и приступим. Чтобы вы понимали, вот это вот все вот. Это мусор, который я здесь выкопал за несколько недель. Именно столько времени я бью уже эту мусорку. Ну, не только эту, есть еще и другие, но на них мы пойдем в другой раз. Сигналов очень много. Это очень сильно мешает. Куча фольги. Вот, например, даже вот такой вот кусочек очень хорошо сигналит. Мне приходится их все копать. А не копать не получается, потому что если поставить дискрим, то он пропускает медно-никелевые монеты, мелкие монеты. С дискримом я пропустил вот здесь вот серебряную цепочку. Поэтому я решил, что лучше копать и фольгу, и чернину, но ничего не пропустить, чем ходить с дискримом и пропускать самое интересное. Прибор ничего особенного. Т-40 Compadre. Самый простейший прибор. Работает на частоте 12 кГц. Поэтому замечает даже самые мелкие объекты. Но не различает чернину и цветмет. Поэтому, чтобы научиться понимать его, нужно поработать с ним некоторое время. Тогда по характеру сигнала уже начинаешь понимать, что именно у тебя под катушкой. Правда, это не всегда работает, но это уже другая история. Прибор собран. Включаем. Дискрим я ставлю на айрон. Почему я уже говорил. И первый сигнал, пожалуй, я выкопаю с вами. Сейчас посмотрим, что тут есть. Начну с того места, на котором я остановился на прошлой неделе. Ну, вернее, на этой, просто несколько дней назад. Ну и несколько дней назад прибор сломался. Видимо, я дернул за шнур, и там внутри отвалился проводок. Я его припаял. Заодно залил эти провода герметиком, чтобы они не отваливались. Там никакой фиксации не предусматривалось, поэтому, это недоработка, я бы сказал. Так. Посмотрим, что тут у нас есть.
что-нибудь, какой-нибудь более интересный сигнал. Все-таки... О! Вот это неплохо. Скорее всего, здесь будет очередная пробка. Но копать все равно будем. Так. Неудобно копать и снимать. Так, сейчас проверим. Похоже, я немного не там копал. Но издержки. Так, а что это такое? А, я угадал. Это пробка. Обычная водочная пробка. Ничего интересного. Пробки я тоже беру. Их можно сдать. Попадается их много, поэтому и накопилось их уже прилично. Надо будет найти время и сдать. Ладно. Если будет что-то интересное, например, монетка, я включу запись. Ну вот. В принципе, далеко я не ушел. Это, можно сказать, та же ямка, только чуть-чуть со стороны. Ну и не сказать, что очень прям хороший сигнал, но, по крайней мере, не пробка. И это пуля. Пуля калибра 7,62. Не деформированная. То есть она никуда не попала. Скорее всего, упала на излете. Эхо войны. В принципе, здесь пули иногда попадаются еще. Хоть здесь и все выбито, здесь не только я хожу. Только эти мусорки еще никто не выбивал, потому что такое количество сигналов просто никому не хочется копать. Ну, а у нас особо некуда ходить. Если только за город ехать, но транспорта нету, поэтому вот так вот. Ладно, в общем, смотрим дальше. Будет что интересное, покажу. Был интересный глубокий сигнал. Долго я его копал. Вон какую яму выкопал. Ну, я думаю, вы уже видите, что там оказалось. Кусок железки. Да, и вот так бывает. Ладно, буду копать дальше. Вот оно. Наконец-то я дождался. Первый интересный сигнал. Наверное, уже видно, что это монетка. Ничего интересного. Поздние советы. 10 копеек 81 года. Но это находка. А я рад любой находке. Хорошо. Еще одна интересная находка. Сначала я ее пропустил. Но в принципе это простительно, потому что там было еще 3 куска фольги и 1 пробка. 1 копейка 84 года. Ничего интересного, но находка. Вторая монетка за сегодня. Хорошо? Че, хорошо, да? Продолжаем. Тепло, да? Микки. А, пес.
Копаю я уже почти час с крайней монетки. И вот выпала очередная монетка. Опять-таки ничего интересного, я уже посмотрел. Это 3 копейки 61 года. Но это монетка и это находка. Да, Микки? Да. Что я, собственно, снимаю? Едем дальше. Просто куча ворон. Очень громко кричат. Решил заснять. Видимо, тоже тепло почувствовали. Возвращаются с юга. Ну, хотя почему бы и нет. Все-таки 4 марта уже. Вики, 4 марта. Понимаешь, да? Да. Тепло, да? Правильно. Ладно, копаем дальше. Одни пробки пока. Фольга, пробки. А вон они все сидят. Вон сидят, да, вот. На склоне. Прям вот все облепили. Странно. Что они там забыли? Жрать нечего, травы нет. Ладно, едем дальше. Ну что, копаю я еще примерно 2 часа с крайней монеты. Очень много мусора. Я уже ушел с того места чуть-чуть в сторону, вот сюда вот. Пробки, фольга, пробки, очень всего много. Я уже уходить собирался, но тут выпало кое-что интересное. И это снова монетка. Похоже, это поздние советы. 15 копеек, я еще не смотрел. Да, это 15 копеек 61 года. Ничего интересного, но находка. Уже настроение получше. Так я уходить собирался, а теперь еще покопаю немного. Ну, а так сегодня коп вообще не очень. В общей сложности всего 4 поздних совета. Это реформы, серебра, царизма. Сплошной мусор. Ладно. Будет еще что интересное, покажу. Нет, не будет. Проведем обзор находок. И я пойду. Все-таки похоже, что после того огромного количества пробок земляной дедушка решил порадовать монетками. Вот здесь я только откопал 15 копеек 61-го. И вот чуть-чуть дальше еще одна монетка. Это пятак. Тоже поздний. Но это уже более приятно. Пятак 77-го года. Я любой монетке рад. Поэтому берем и продолжаем дальше. Сейчас даже ямку сразу проверю, вдруг там еще что-то есть. Что-то здесь есть. Попробую откопать на камеру. Очень неудобно копать с телефоном в руке. Просто очень неудобно. Я понял, что это. Это, походу, это зажигалка. Там даже что-то есть внутри. Прикольно. Ну ладно, сейчас ямку проверим. Все-таки. Может, это еще не все.
все-таки это еще не все. Тут что-то еще лежит. Сейчас мы посмотрим, что здесь лежит. Так. Пробка. Пробка железная. Нет, это не пробка. По крайней мере, это не бутылки. Ну и ладно. Все равно мусор. Так, ну-ка. Ладно. Я пока камеру выключу. Если будет что-то интересное, включу. В общем, рядом с пятаком. Пятак был вот здесь. А вот здесь рядом выпала, похоже, тоже копейка. Тоже поздняя. Посмотрим год. Не вижу. Очень грязная копейка. Копейка 79-го года. Не знаю, видно, нет. Ну, в общем, не важно. Аккумулятора очень мало осталось. Я особо много снимать уже не буду. Потом сниму обзор и все. Продолжаю искать. Так, ну, вот такого я вообще не ожидал, что здесь может выпасть крест. Тоже, правда, ничего интересного, я думаю, это алюминий. Но сам факт. Здесь я такое нахожу в первый раз. Я еще дома посмотрю, что это. Может, даже это и не алюминий. Но, судя по весу, это именно он. Ладно, ищу дальше. Ну что, пришел я домой. Ничего я после того крестика не нашел. Один мусор. Ну, в общем, проведем обзор находок. Коп не очень. Нашел всего 6 монет и крестик. Пятак 77-го. Трешка 61-го. Пятнашка 61-го. Десятка 81-го. Копейка 84-го и копейка 79-го. И вот этот вот крестик. Это алюминий. Проб нету, он слишком легкий. Пойдет. Наверное, даже в цвет мед. Что еще из находок? Это мое первое видео. До этого я не снимал. Делал только фото. И, в общем-то, и сегодня не собирался снимать. Но решил, почему бы и нет. Из предыдущих находок на таких же мусорках вот 2 биметаллические десятки. Минэкономразвитие, 2002 год. Астраханская область, 2008. Они уже немного почищены. Я их немного протер, чтобы они просто немного протер. Это была пуля. Я нашел ее целой, высыпал из нее порох и забрал как макет. Пуля калибра 7,62 на 25. Скорее всего от ТТ, либо от ППШ. На гильзе ничего нет, никаких надписей, никаких дат, что меня несколько разочаровало. Ну да ладно. Вот такая штука. Это алюминий, не серебро.
Вот такой номерок. Не знаю, от чего это. Возможно, что-то военное. Ну, если кто сталкивался, напишите в комментариях. Ну и сегодняшняя пуля. 7,62 мм от Мосина, скорее всего. Здесь из находок пуговицы. Это, скорее всего, джинсов. Скорее всего, 50-е и 60-е, я точно не знаю. Это пуговица. Тоже интересная, с надписью. Написано Buttons Birm. Уж не знаю, каких она времен, но в принципе ничего интересное. Вот это тоже интересная пуговица, правда ржавая, но на ней с одной стороны стоит дата 1895 год. Тоже на одной из мусорок нашел. Уж не знаю, это год производства пуговицы или просто начало производства пуговиц этого бренда. Но, судя по ее состоянию, я склоняюсь к первой версии. Думаю, это год ее производства. Дальше. Дальше у нас трешки. Вот эти все трешки я поднял тоже там на мусорках. Убитая трешка 46-го, убитая трешка 49-го. Хорошая трешка 49-го. Порадовала. Две трешки 54-го года. Лежали, кстати, в одном месте. Там еще было 10 копеек 45-го года, но они уже почищены и находятся у меня в коллекции. Сохран отличный вот у этих монет. Но в коллекции у меня такие уже есть. Поэтому эти я тоже почищу, и они отправятся на продажу. Далее. Пятак 30-го года. Поднят не на самой мусорке, просто на горе, возле дороги. Сохран не очень, много зелени. Тоже почищу, продам. У меня в коллекции такой есть. Пятак 48-го. Кто-то его хорошо ударил, и он погнулся. Но сохран вроде ничего. Может быть, и на такую монету кто-то найдется. Далее. Еще я нашел пятак 46-го года. Кстати, он был с тем пятаком 48-го года. Но его тоже ударили, и он погнутый. Он был еще сильнее погнутый. Я его немного выпрямил. Но как его выпрямить окончательно, не повредив монету, я пока не придумал. Поэтому он как бы отдельно лежит. Это тоже находки. Монеты по 50 копеек, ходячка. Ничего интересного. Чуть-чуть одну почистил просто так, для интереса. Это монеты по 10 копеек. Тоже ходячка. Неинтересно. Далее у нас двушки. Эти все двушки тоже подняты на горе. Убитая двушка 49-го. Прям совсем какал. Там костер над ней был. Я ее под костром поднял. Видимо, горела. Ну, костер старый, потому что над этой двушкой лежали еще две
Монеты по 10 копеек, поздние советы. Двушка 57-го. Кстати, поднята на той мусорке, где я сегодня копал. Двушка 50-го. Поднята там же, где двушка 49-го. Это другая мусорка, я потом ее покажу. Там еще много выбивать. Двушка 56-го. Тоже интересно. Я уже точно не помню, на какой мусорке я ее поднял, но на горе это точно. И еще одна двушка 50... стоп. Я ошибся. Двушка 50-го вот. Это двушка 30-го. Ее я поднял тоже на той мусорке, где сегодня копал. У всех монет, кроме двушки 49-го, сохран отличный. Осталось их только помыть и продать. Монеты этих годов у меня в коллекции есть, поэтому они мне не нужны. Копейки. Тоже все подняты. Копейка 53-го. Отличный сохран. Еще не чистил. Тоже поднято на мусорке. Не на той, где сегодня, немного дальше. Копейка 57-го. Тоже отличный сохран. Немного почистил. Поднял ее на мусорке, там же, где двушку 49-го и двушку 50-го. Это абсолютно убитая копейка 49-го. Но поднял я ее не на горе, а у себя в подвале под полом. Просто интересно было полазить, вот там и поднял ее. Далее. Медно-никелевые монеты. Уже почищенные. Но относительно. Пятнашка 53-го. Убитая пятнашка 46-го. Еще одна подубитенькая 46-го. Еще пятнашка 53-го. 54-го. Пятнашка 48-го. Пятнашка 32-го. Еще пятнашка 46-го. Еще 46-го. И еще 46-го. Все подняты на горе. Тоже на мусорках. На этих. Были все красные, поэтому после чистки сохран у них не очень. Чистил в уксусе с солью. Двадцатки. Здесь у нас... Так, это уберем. Это уже не интересно. Вот здесь разложу. Двадцатка 49-го. Двадцатка 46-го. Еще одна 49-го. Двадцатка 57-го. Двадцатка 32-го. Двадцатка 33-го. Еще одна 33-го. Двадцатка 46-го. Вот это хорошая. Видимо, не успела сильно окислиться. Двадцатка 52-го. Тоже подубитенькая. 56-й. 57-й. 49-й гнутая. 36-й поврежденная. 49-й. 45-й. 53-й. Подняты все, кроме двадцатки 46-го. Она мне попала по случаю. Ну, в земле не лежала, поэтому сохран у нее получше. Ну, я их еще не дочистил, поэтому выглядят они не очень. Но когда дочищу, будет получше. Ну, за исключением тех гнутых. Им уже ничего не поможет. Так, по 10 копеек, в принципе, я мало нашел. Убитый щитовик, 33-й год.
54, 57, 53. Это то, что на продажу. Был еще 45 и 43. А у них тоже сохран не очень, ибо почищены. Ну, я их почистил, положил в коллекцию, ибо у меня не было их. Этих годов пригодится. Ну, это не находки, это просто монеты разных стран. Советы тоже есть. Почищу, продам, может, кому нужны. Здесь лежит то, что находится у меня в коллекции, но еще не почищено до конца. Пятнашка 48-го, пятнашка 46-го. Это поднято. Это, я не помню откуда, но чуть-чуть погнутое. Но не чищено еще. Копейка 24-го. Двушка 36-го. Пятак 55-го. Ну и царизм. Копейки. 908, 901, 906, 910, 912, 903 убитая и 898. Ну вот, в общем-то и все. Спасибо за просмотр. Кому интересно, пишите комментарии, ставьте лайки. И до следующего копа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.